Приветствую всех на канале Китайфак. Сегодня поговорим о том, какой же все-таки лазерный уровень выбрать. Видео будет коротким, но емким, без различных обзоров, сравнений. Все обзоры есть на канале этих приборов, поэтому повторяться я не буду. Но прежде чем мы перейдем к теме, минутка рекламы. Если вы живете в Украине и думаете над приобретением лазерного уровня, то можете рассмотреть отличный интернет-магазин под названием NeoMag. В нем просто несметное количество различных лазерных уровней, также к ним аксессуаров, штанг, штативов, различных магнитных креплений. И также вы здесь можете приобрести необходимые запчасти для того или иного лазерного уровня. Защитные башни, стекла, лазерные модули, аккумуляторы, то есть на самом деле много чего полезного здесь есть. Да, еще в этом магазине все лазерные уровни проходят хорошую предпродажную подготовку и проверяются на точность. Если требуется какому-то экземпляру калибровка, то она непременно же делается в собственном сервисном центре. Магазин также расширил недавно свой ассортимент, и теперь вы здесь можете приобрести все необходимое для укладки плитки. Отрезные диски, затирочные шпатели, системы выравнивания, тележки для перемещения крупногабаритной плитки, различные присоски, плиткорезы, то есть все, что необходимо для укладки плитки. Также у магазина появилась своя инстаграм-страничка, где можно узнавать о появившихся новинках, смотреть различные обзоры и при необходимости задавать все интересующие вопросы. Поэтому также можете переходить и подписываться на их инстаграм. Ссылки на этот магазин и на страничку инстаграм оставлю под видео. Итак, начнем с того, что лазерный уровень необходимо выбирать именно с компенсатором, чтобы он сам выравнивался и сам устанавливался после включения. То есть брать такие уровни без компенсатора, вот такого плана, просто вы включаете, у вас рисуется лазерный крест на стене, но компенсатора у него внутри нет и сам он не устанавливается, то есть здесь будет огромная погрешность и присутствовать огромный человеческий фактор. Такой уровень ни в коем случае не берите, он как игрушка и в принципе он абсолютно не годится ни для каких работ. В общем, сегодня остановимся только на лазерных уровнях с компенсаторами. Есть два вида компенсаторов. На магнитных демпферах маятникового типа внутри качается маятник, снизу магниты как можно быстрее его останавливают. На маятнике установлены лазерные излучатели, и таким образом маятник устанавливается точно по отвесу, и вы получаете лазерные линии по вертикали и по горизонтали. И также есть еще электронный компенсатор. Вот как, допустим, у этого прибора QPAR DT03CG, маятник у него уже на сервоприводах, и он устанавливается посредством встроенных инклиметров, то есть датчики наклона передают информацию по установке, как нужно установиться маятнику. И по этим данным маятник с помощью шаговых моторчиков точно устанавливается в исходное положение. Как правило, у таких нивелиров с электронным компенсатором точность всегда выше. В основном 0,1 мм на метр. Итак, к первому критерию, на который нужно обратить внимание, это, конечно же, точность. Точность в районе плюс-минус 0,3 мм на 1 метр и плюс-минус 0,2 мм на 1 метр является хорошей технической точностью. Это точность в 2 раза выше, чем у обычного пузырькового уровня строительной палки. Эта точность в основном и встречается у всех вот этих лазерных уровней. Точность плюс-минус 0,1 мм на метр или плюс-минус 1 мм на 10 метров и выше — это уже профессиональная точность и встречается у приборов с электронным компенсатором и также у лазерных ротационных нивелиров. У них, кстати, к слову, также электронный компенсатор стоит. Там точность может достигать до 0,05 мм на 1 метр. У всех же построительных плоскостей вот таких максимальная точность плюс-минус 1 мм на 10 метров. Выше заявленной точности я пока не встречал. Все, что ниже точности плюс-минус 3 мм на 10 метров, то есть 4 мм, 5 мм, 6, 7, 8 до 8 мм, это все относится к бытовой точности. То есть приборы с такой точностью — это бытовые приборы. Их вы часто можете встретить, поэтому обращайте на это внимание. К примеру, у того же Bosch PLL 360 погрешность плюс-минус 4 мм на 10 метров. То есть это по сути бытовой прибор. Еще на что стоит обратить внимание из технических характеристик, это на код защиты от пыли и влаги. В основном он IP54. Расшифровку разных кодов IP можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. IP54 это вполне нормальная защита, защищает от мелких брызг воды и хорошо защищает от попадания крупной пыли, если так можно выразиться. Максимальная защита IP это IP68. И такие приборы делаются под заказ специально. Этот код IP68 позволяет погружать прибор под воду на несколько метров. То есть он полностью защищен, водонепроницаем и пыленепроницаем. Но здесь есть одно но, чуть попозже сейчас я о нем расскажу. Да, защита от пыли и влаги напрямую зависит от качества сборки корпуса. То есть приборы, которые подешевле, вот допустим вот эти 4D уровни,
это дешевые уровни. Здесь эта защита соблюдается очень слабо, и пыль довольно хорошо в них проникает. У более дорогих приборов с этим дела обстоят получше, но тоже нужно смотреть. Непосредственно разбирать прибор, снимать башни, как они крепятся к корпусу через прокладки, либо без них. Есть ли у батарейного отсека резиновая прокладка. Ну, то есть здесь вперемешку они идут. У кого-то это все есть, у кого-то есть наполовину. То есть плюс-минус все равно защита IP54 выдержана у этих приборов у всех, но тем не менее из них какие-то есть более защищенные. Опять же, друзья, повторюсь, все эти приборы есть на канале, есть подробные обзоры, их разборки, как они устроены внутри, настройка их и прочие подробности. Поэтому не ленитесь, переходите и смотрите. Также из технических характеристик обращаем внимание на рабочую температуру. Как правило, у хороших приборов с нормальной защитой температура установлена в пределах от минус 10 до плюс 40, плюс 50. У более дешевых приборов эта температура начинается от минус 5, либо вовсе от нуля. Но бывают также случаи, когда хорошие именитые бренды заведомо занижают температуру, ставят, допустим, от нуля, чтобы человек не использовал его при минусовых температурах. А все потому, что люди не соблюдают правила использования таких приборов. Тут что важно знать? Рабочая температура указана от минус 10, но никто не защитит ваш прибор от конденсата. Здесь очень коварная ситуация, то есть вы, допустим, можете поработать при минус 10 прибором, но обязательно должны соблюсти правила его хранения дальнейшее. То есть по сути вы сложили обратно в кейс прибор, принесли в теплое помещение, и он должен там полежать хотя бы полчаса, минут 40, чтобы температуры выровнялись и конденсат не образовался. Тогда у вас все будет хорошо. Но зачастую люди неправильно используют, то есть смотрят на температуру, вот от минус 10 можно использовать, начинают работать при минусовых температурах, заносят потом в теплое помещение домой, где температура плюс 25, достают сразу прибор, получается резкий перепад температур и внутри образуется конденсат. Соответственно, влага на плате, происходит замыкание и различные неприятные ситуации, вплоть до полного выхода прибора из строя. Это на самом деле очень важный момент, обязательно на это обращайте внимание. Был у меня такой случай из практики, когда я еще работал в магазине геодезических измерительных приборов. Одна компания купила у нас радиостанцию, очень дорогую, финскую, для работы в полях. У нее была максимальная защита IP68, то есть ее можно было погружать под воду, и они пренебрегли правилам хранения, и получилось так, что они долго работали ей на морозе, потом занесли ее в теплое помещение, где было плюс 25. Соответственно, никакая защита не спасет от таких перепадов температур, внутри корпуса все равно образовался конденсат, и их оплата коротнула. В общем, они попали на большой дорогостоящий ремонт, но все-таки прибор починили, и вся эта история благополучно закончилась. Починили, причем по гарантии. Хотя выяснили, и они сами признали, что да, была действительно такая ситуация. Поэтому, друзья, еще раз говорю, обращайте внимание на рабочую температуру и на правильное хранение прибора после работы при минусовых температурах. Дальше определите для себя, какой цвет лазера вам необходим, красный либо зеленый. Сразу нужно сказать, что зеленый лазер виден глазом человеческим намного лучше, чем красный. Это чисто физиологическая особенность строения глаза. Конечно, при прочих равных зеленый лазер всегда будет выигрывать красный, то есть он всегда будет немного лучше виден. Даже на улице при солнечной погоде, конечно, будет видно плохо оба лазера, уже на коротком расстоянии, на 2 метрах, но тем не менее, даже так вы все равно зеленый будете различать лучше, чем красный. Красный вы вообще не будете видеть, зеленый вы хотя бы сможете как-то разглядеть. То есть еще раз повторюсь, при прочих равных зеленый всегда будет выигрывать. У меня на канале есть отдельное видео, где я там сравниваю их в разных ситуациях, ссылку оставлю в правом верхнем углу. Обязательно посмотрите, я думаю, вам станет сразу все понятно. Тут, конечно, возникает еще вопрос цены. Красный лазер стоит дешевле, чем зеленый, где-то на треть. Все это из-за того, что при производстве зеленого лазера практически 40-50% получается брака. То есть себестоимость у зеленого лазера в 2 раза выше, чем у красного. Если вы планируете работать только по небольшим помещениям, по комнатам, по квартирам, то по большому счету красного лазера вам хватит за глаза. Да, будут какие-то моменты, когда в окно будет светить солнце, заливать какой-то промежуток стены солнечным светом, и там линию, возможно, вы не будете видеть. Согласен, да, в этот момент, если был бы зеленый, то вы бы эту линию видели. Но, тем не менее, это, конечно, не критично, и если требуется сэкономить, то, в принципе, можете рассматривать красный лазер. Ничего в этом нет. Раньше всегда были красные лазеры, зеленые были в диковинку. Сейчас ситуация меняется, и зеленые лазерные уровни потихоньку вымещают красные. И цена у них также потихонечку начинает снижаться. Если вы хотите быть уверенным в любой ситуации, то, конечно, лучше рассматривать тогда зеленый лазер. Для работы на улице, для обоих нивелиров, для комфортной работы все равно нужен приемник.
Приемник — это отдельный вот такой прибор. Здесь стоит фотоэлемент, он улавливает луч, когда вы глазом его не видите на улице, и диодами вам показывает, где проходит луч. Либо ниже, либо выше, и середина. Где проходит середина, соответственно, тут отмечаете точку по риске. Это очень удобно, и, собственно говоря, никаких проблем при работе на улице, при солнце не возникает. Сам по себе приемник увеличивает радиус действия работы. С прибором можно работать на расстоянии 50 метров, как минимум, в одну сторону. Таким образом, если поставить прибор посередине, то вы можете разметить участок 100 метров спокойно, не напрягаясь, но именно с приемником. Да, у более дорогих моделей есть приемники с экраном, на котором показывается еще расстояние до линий в миллиметрах. Согласен, это еще намного удобней, но цена таких приборов достаточно велика, доходит до 100 тысяч рублей и выше. Поэтому в основном пользуются вот такими приемниками. Он крепится на рейку, и вы также смотрите превышение участка, отмечаете отметки. В общем, функционал намного расширяется. Также желательно смотреть на качество лазерных модулей. У них есть такое понятие, как срок жизни. То есть все лазерные излучатели рано или поздно перегорают, и вот этот момент до перегорания называется срок жизни, и он у всех разный. То есть, грубо говоря, у дешевых излучателей, ну как вот стоят, к примеру, у дешевых уровней, если посмотреть Hilda 4D, у него стоят дешевенькие модули, и срок жизни у них значительно меньше, чем у более дорогих излучателей. Не знаю, ну как, допустим, вот у Fireco 3D стоят хорошие излучатели. Такие излучатели часто где стоят у Hupar, у Fukuda, у Fireco. Вот такие излучатели сверху с таким металлическим кольцом стоят в районе 10-12 долларов. И как вы понимаете, если прибор за 50 долларов 4D, грубо говоря, взять 4 излучателя по 10 долларов, то 40 долларов уже только стоят одни модули. А еще нужен корпус, компенсатор, электронные компоненты, клавиатура, аккумулятор, комплект поставки, сумка. Ну то есть согласитесь, здесь используются дешевые излучатели. Они есть, грубо говоря, ценой вообще по 50 центов. То есть у них срок жизни будет соответствующий. Но опять же, это не так плохо на самом деле, просто есть выбор. Если вы не часто используете прибор раз в год, то почему бы не купить действительно прибор за 5000 с максимальным функционалом? И с таким режимом работы он просто проработает у вас очень долго. Если вы работаете прибором часто, каждый день да через день, то, конечно, лучше выбирать приборы с более дорогими излучателями. Следующий пункт, на который следует обратить внимание, это вариативность питания. Лучше всего брать максимальную вариативность питания, то есть чтобы прибор мог работать от сети, от батареек обычных и от аккумулятора. Но опять же, для примера возьмем Hupar S04 CG, то есть, грубо говоря, прибор может работать от аккумулятора. Также сюда вставляется бокс, в который вставляются простые 4-пальчиковые батарейки. Загружаете в отсек и также можете работать от батареек. Есть подзарядка USB Type-C и также от нее работает прибор от сети. Следующая вариативность — это только аккумулятор и работа от сети. От простых батареек здесь, допустим, не поработать. Ну и, соответственно, приборы, работающие только от простых батареек. Ну, конечно, из этой ситуации можно вывернуться, взять обычные аккумуляторы пальчиковые, зарядку к ним и их менять. Одни в работе, другие на зарядке. Все здесь представленные приборы, они работают от сети и от аккумулятора. И некоторые из них еще дополнительно работают от батареек. Опять же, смотрите на канале, все есть в обзорах. Еще один немаловажный фактор, на который следует обратить внимание, это возможность юстировки прибора. То есть рано или поздно вам придется столкнуться с настройкой, калибровкой прибора. После падений, после каких-то ударов и прочего прибор у вас может сбиться и начать показывать неверно. И здесь не все так однозначно на самом деле. Самая простая настройка — это, конечно же, у лазерного креста. Здесь проще простого, я думаю, здесь справится любой человек. Но в другую очередь он и самый минимальный по функционалу. 3D уровни настраиваются по сложности в зависимости от моделей. Ну, допустим, если взять B03 CG от Hupar, то здесь довольно все просто. Снимаете защитные башни, не обязательно разбирать корпус полностью. Настройка делается не так сложно и довольно быстро. У подобных приборов Fireco F93T XR, у Hupar 603 CG такой же формы, только с металлическими башнями. Вот у такой Fukuda MW93T 3GX. У них везде стоит, у трех этих приборов, одинаковый компенсатор. И настраиваются у них все лазерные модули по отдельности. Настройка чуть тяжелее, чем, вот, допустим, у этих двух приборов. У них тоже настройка одинаковая. Но, тем не менее, она выполнима. Люди ее тоже делают самостоятельно. Ничего страшного в этом нет. У 4D уровней здесь добавляется еще снизу дополнительный излучатель. У этого нивелира, кстати, настройка тоже не такая сложная. У всех 4D уровней
Здесь недорогих, подороже. Принцип настройки один и тот же. Начинаете настройку с нижнего лазерного модуля. Его настраиваете именно положением маятника. Потом уже переходите к настройке по отдельности всех оставшихся излучателей. Ну, друзья, здесь я также не буду останавливаться на этом вопросе подробно. Все это есть в обзорах. Есть отдельные видео по настройке. Есть в каждом обзоре детальном настройка того или иного прибора. Переходите, смотрите. Еще одна простейшая настройка встречается у лазерных уровней с электронным компенсатором. У них, как правило, есть электронная калибровка. То есть с помощью кнопок вы можете настроить положение маятника. Вам даже не нужно разбирать прибор. Это очень удобно. Единственное, нужно знать правильную комбинацию кнопок. Если сбиваются здесь модули по отдельности, то настройка очень похожа на вот эти 3D уровни. Самая сложная настройка, на мой взгляд, это у приборов с цилиндрическими призмами, у которых по 4 вертикали. Здесь заключается сложность в том, что если у вас две вот этих совместные вертикали сбиваются, то есть они у вас перестают совпадать на потолке, и настроить их будет действительно очень сложно без специального оборудования. Нужен специальный коллиматорный стенд, чтобы понять, в какую сторону наклонена та или иная вертикаль, и если у них смайлы. То есть здесь возникает очень много комбинаций, и просто так по отвесу вы не поймете, куда у вас расходятся линии. Да, у таких цилиндрических призм уже появляется еще такое понятие, как смайл. То есть, если призма стоит не строго перпендикулярно к излучателю, то у вас возникает дуга у линий. Смайл, он либо улыбается, либо грустит. Этот смайл также исправляется, ничего в нем страшного нет, но тем не менее, я еще раз повторюсь, при вот таких 4 вертикалях, если сбиваются противоположные вертикали, то самостоятельная настройка становится невозможной. Нужно отдавать в сервисный центр. Конечно же, нужно выбирать по функционалу. Самый простой вариант, как всегда, это крест. Им по большому счету можно, конечно, сделать все. Тут дело просто в удобстве и скорости. Ну и как следствие производительности ваших работ. В некоторых ситуациях крест подходит очень плохо. Вот, допустим, в ограниченных пространствах линия не заходит даже на потолок. Я уж не говорю о коробке дверного проема. То есть, чтобы разметить дверную коробку, здесь нужно попыхтеть с помощью такого обычного креста. Либо нужно брать крест, у которого апертура вертикального окошка установлена под большим наклоном кверху. Тогда луч будет закидываться за себя. Таким, в принципе, еще можно работать в ограниченных пространствах. А так, конечно, для сравнения, если брать вот такой уровень, к примеру, с 4 вертикалями, то, как можете видеть, вертикали практически 360 градусов. Это что касается цилиндрических призм. Соответственно, основным плюсом у 3D уровня, 4D уровня с конусными призмами это будет то, что у них плоскость идет на 360 градусов. Ее максимально близко можно придвинуть к стене, либо к потолку, и как у 4D уровня к полу. Это, конечно, самый удобный вариант. То есть включаете, выбираете просто вертикаль, которая идет у вас по всему периметру. То есть, соответственно, это касается и всех остальных других конструкций. Различные перегородки, стены. Также у таких приборов на перекрестии образуется отвес, точка вниз надир и, соответственно, точка вверх зенит. Самая максимальная наглядность, то есть если ставите перегородки, то уже можно приблизительно посмотреть, как она будет стоять. Это на самом деле идеальный вариант. По большому счету то же самое и от таких приборов, где 4 вертикали. Также зачастую они выглядят как бочонки, которые крутятся вокруг своей оси. Единственное, вертикали у них не заходят под прибор. Вот такое небольшое расстояние. В этом ничего страшного нет, но зато отвес у них проходит через центральную ось. Это несколько удобнее. То есть, грубо говоря, поворачивая прибор здесь вокруг своей оси, на штативе вы будете видеть точку, и она не будет менять свое местоположение. То есть привязку делать намного удобнее, когда отвес проходит через центральную ось прибора. У 3D нивелиров и 4D нивелиров отвес располагается как бы сбоку. То есть при повороте прибора он уходит в другую сторону. Но опять же, преимущество у лазерных уровней с конусными призмами 3D, 4D это то, что можно плоскость спроецировать максимально близко к стене, как сейчас видите, на уровне сантиметра. Это намного удобнее при шпаклевании стен, нежели чем вот такие приборы типа бочонка, либо вот как этот. То есть линия у него проходит от стены на уровне 5-6 сантиметров. То же самое касается потолков. То есть можно максимально близко спроецировать плоскость к потолку по всему периметру. Да, будут небольшие разрывы вот такие, но это от того, что у башен есть грани и лазер через них не может пройти. Но они не критичны и в работе вообще никак не мешают. То есть бочонком так близко линию не спроецировать.
В общем, как ни крути, конструкция, как у 3D уровней, 4D уровней с конусными призмами, вот с такими башнями, на сегодняшний день, на мой взгляд, самая удачная. В большинстве случаев она удобнее всех. Что именно брать, с верхним горизонтом, либо без верхнего горизонта, но с нижним горизонтом 3D уровень, либо 4D уровень, где есть и верхний, и нижний горизонт. Тут решать уже вам. Смотрите, какие у вас будут работы, планируйте. То есть, если у вас смешанные всегда работы, есть и монтаж потолков, и монтаж полов, то, конечно же, для удобства, для более быстрой работы лучше взять 4D уровень, где есть максимально близкая проекция к полу и потолку. Если вы занимаетесь только натяжными потолками или какими-либо другими устройствами потолков, то в принципе нижний горизонт вам ни к чему, вам необходим верхний горизонт. Если наоборот вы занимаетесь только полами, то, конечно, зачем вам тогда верхний горизонт? Возьмите 3D с нижним горизонтом. 4D вам тоже в принципе вроде как ни к чему. Самый максимальный вариант на сегодня это, конечно, 4D. Ну и можно выделить именно модель Hupar S04CG. У него максимальная вариативность питания, хорошие излучатели, есть Bluetooth, чтобы можно было им управлять с телефона. Таких приборов не так и много на самом деле. Навскидку могу только выделить Hupar S04CG, идет с Bluetooth, и Hupar 603CG BT. Он также идет с Bluetooth. Ну, конечно, еще можно выделить Bosch GL380, последний, который у того тоже есть Bluetooth, можно управлять с телефона, но стоит он как крыло от Боинга, и, кстати, он очень сложен в настройке. Плюс ко всему у этого прибора еще есть экран. То есть еще смотрим на другую функцию, как функция работы под наклоном. То есть всегда, когда размечается уровень, компенсатор нужно открывать, чтобы он свободно болтался и сам устанавливался. Когда вам нужно разметить что-то под наклоном, лестницы, стропила, ну задать какой-то уклон трубам, еще чему-то, неважно. То есть есть отдельная функция. Это режим работы под наклоном. То есть вы поворачиваете прибор как угодно, он у вас не будет пищать, то у меня села батарея, и вы сможете размечать что-то под наклоном. Вот здесь плюс ко всему есть встроенные инклиметры по осям X и Y. Они показывают наклон в градусах. Это очень удобная вещь на самом деле и встречается очень редко. В основном же это стандартная функция Tilt, называется еще по-другому. И просто без экрана вы блокируете компенсатор и устанавливаете под любым наклоном. Но есть еще такие варианты, что функция не совсем полноценная. То есть какое может быть различие в этой функции? Это, кстати, немаловажный фактор. Ну, к примеру, возьмем обычный прибор, компенсатор заблокирован, удерживаем кнопку, вот у него есть функция с заблокированным компенсатором. Можете размечать что-то под наклоном. Прибором можно трясти, не боясь, компенсатор у вас все равно заблокирован. У более дешевых приборов функция такая тоже присутствует, но, как правило, она немножко неполноценная. То есть у таких приборов, как Hilda, Hibiru, Clubiona 4D, у них эта функция реализована таким образом, что нужно маятник включить. В этот момент он у вас разблокирован. Удерживаете кнопку до характерного сигнала, и просто прибор у вас перестает издавать звуковые сигналы. То есть отключается сигнализация о разгоризонтировании. Можно размечать что-то под наклоном, но в этот момент маятник не заблокирован. То есть опять же лучше не делать никаких резких движений, чтобы не стряхнуть маятник, не сбить настройку. Вот такой нюанс при выборе этой функции, если она вам вообще нужна. Такая функция, кстати, встречается не у всех приборов. Нужно конкретно смотреть в характеристиках, есть она или нет. Далее по функционалу смотрите, нужен ли вам режим работы с приемником. То есть будете ли вы делать разметку на улице при солнечном освещении днем. Если да, то обязательно выбирайте прибор, у которого есть режим работы с приемником. О чем я говорил раньше, вот такой отдельный прибор. Этот режим также встречается не у всех приборов, поэтому здесь нужно быть внимательнее. Конечно, можно пользоваться разными лайфхаками, но тем не менее для комфортной работы, опять же повторюсь, лучше иметь этот режим и приемник. Про отвес мы уже говорили, то есть если вам необходим отвес, это, кстати, очень удобная вещь, незаменимая при установке каких-то стоек, переноса точек с потолка на пол и наоборот, то есть переоценить отвес очень сложно. То обязательно смотрите приборы, у которых он есть. Кроме как Bluetooth для дистанционного управления, часто еще встречаются обычные пульты в комплектах у приборов. Поэтому, если вы хотите иметь дистанционное управление, то тогда рассматривайте приборы с пультами. Ну, в данном случае пульт есть у S04CG, у Fukuda 4D, у Hilda 4D, у Hibiru 4D. Есть еще такой довольно редкий функционал, как установка угла по оси X либо Y. Это доступно только лазерным уровнем с электронным компенсатором. То есть вот здесь у него указаны оси, и по этим осям вы можете с помощью кнопок задавать уклон до 5 градусов либо 8%. Но справедливости ради надо сказать, что у Hupar также с помощью экрана и инклиметров вы можете задать нужный уклон, либо наклон к чему-либо.
Следующая функция, возможная у этих приборов, это изменение яркости луча, яркости линий. Из представленных приборов такая функция есть только у этого прибора с электронным компенсатором HUPAR DT03CG. Здесь есть несколько вариаций яркости линий. Не знаю, насколько важна эта функция для кого-то, но возможно для кого-то это важно и пригодится. Встречается она довольно редко, тем не менее у этой модели она есть. Можно выделить еще одну такую узкоспециализированную функцию, как антишок. Здесь она есть у двух приборов. У Fireco F94T-XG и опять же у HUPAR DT03CG. Что это за функция? Суть ее заключается в том, когда у вас стоит включенный прибор вдалеке от вас. Допустим, стоит прибор на улице на штативе. То есть, если кто-то будет проходить мимо, случайно толкнет штатив, либо сильный порыв ветра также сильно будет шатать штатив, то прибор у вас просто выключится и не включится, пока вы сами не подойдете и не проверите, что случилось, и заново его не включите. Такая функция, кстати, есть практически у всех ротационных лазерных нивелиров, которые предназначены для работы на улице на большие расстояния. На канале можете посмотреть обзор ротационника от Fireco. Там суть прибора другая, он идет с электронным компенсатором и сверху имеет такую вращающуюся голову с одной точкой. То есть голова вращается с разной скоростью и получается, что луч проходит на 360 градусов. Там в комплекте, как правило, есть приемник и пульт дистанционного управления. И работают они от 200 метров и выше. Есть дорогущие ротационники ценой больше 200 тысяч рублей, которыми можно делать разметку в 1500 метров. Они в основном предназначены для работы на улице, для прокладки железнодорожных путей, дорог, для ремонта фасадов, больших фундаментов, ну то есть для всех вот таких крупномасштабных работ. Вот, друзья, в принципе основные вещи, на которые следует обратить внимание при выборе лазерного уровня. Напишите в комментариях, на что, по вашему мнению, еще стоит обратить внимание. Будет очень интересно почитать. На этом все. Надеюсь, видео для вас было полезным. Если это так, то обязательно ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. Всем добра. Пока-пока.